Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Обожаю изучать новые способы шитья. А для сегодняшней работы прекрасно подойдут шелковые атласные ткани. У меня нашлись куски красивой портьерной ткани. Это отходы из салона по пошиву штор. Естественно, сначала все ткани надо тщательно проутюжить. Обрезки у меня не очень большого размера. Выкроем из них квадраты 10 на 10 сантиметров. Все ткани разложим по кучкам, по цветам. Еще нам понадобится большой красивый кусок ткани для серединки и кусочек плотной ткани для основы. Швейная машинка у меня простая, бытовая, но нам надо, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Поэтому обязательно воспользуемся приставным столиком. Его можно сделать самостоятельно. В центр основы уложим красивую ткань для середины. И водорастворимым маркером нарисуем пятиугольник. Так будет шить гораздо проще и лучше. Наши подготовленные квадратики сгибаем по диагоналям и начинаем ими обшивать центральный пятиугольник. Но строчку прокладываем не прямо, а делаем ее закругленной. Когда пришили одну деталь, обратным ходом отъезжаем назад, освобождаем место и немного внахлёст укладываем следующий квадратик. Диагональные изгибы получаются эластичные, немного растягиваются и топорщатся. Именно такой эффект нам и нужен. Когда закончились ткани одного цвета, можно переходить на другой цвет. Интересно делать мягкую растяжку. Но здесь как уж повезет с лоскутиками. Ведь чаще всего мы шьем из того, что есть под рукой. В процессе работы надо проверять, чтобы при отгибании лепестков не торчали открытые срезы.
Иногда надо сделать паузу, отойти и посмотреть, довольны ли вы результатом. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Ткани, конечно, уходит много, но это и прекрасно, ведь в такие подушки можно зашить не только новые ткани, но и дать вторую жизнь старым портьерам или использовать куски ткани, которые остаются после подравнивания штор. Прекрасно здесь будут смотреться и тонкие шелковые подкладочные ткани, и скользкий шелк. Когда готова центральная часть, переходим на ткани зеленого цвета. Это будут листья. Закрываем ими углы. У отшитой детали тщательно промеряем и подравниваем края. Отрезаем лишнюю ткань. А красивые шелковые обрезки не выкидываем. Они очень красиво будут смотреться в пицце. Получилась у нас очень красивая, с благородным сиянием заготовка. Планирую оформить ее в декоративную подушку. Смотрите, в таком случае все лепестки еще больше приподнимаются и раскрываются. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!